Всем привет, дорогие друзья, с вами Катархонт, и да, это прохождение за Люксембург, это не завлечение названием, а именно оно и есть. Не знаю, почему меня так угораздило, я тут даже, вот, видите, поиграл до января 1-39 года за Люксембург, не буду палить, что у меня получилось. На самом деле, страна может выжить, не просто выжить, а при этом еще и повоевать вполне себе удачно, поэтому мы с вами это и попытаемся. Цель у нас, конечно же, захват мира за Люксембург, я не знаю, как это пойдет. Я в этом не уверен, ребят, что это все выйдет быстро, удачно, с первой попытки, все, но попытка не пытка. За Люксембург самые сильные все, да, всегда пытались играть и выживать. Что мы будем делать? Исторический фокус и режим Iron Man. И при этом сержант. Возможно, когда на Люксембург ведут фокусы, я и сыграю на офицере за него. Но, ребят, сейчас мы будем на сержанте, уж простите. Но и этого, я думаю, для Люксембурга достаточно. Ну что, начинаем. Давайте-ка тут в облаке сохраню. Iron Man 5, к примеру. Сохраняем и начинаем. Сейчас сразу же рассмотрим обстановку. Кто не видел, кто за него не загружался, что да как, почему вообще он такой сложный и как же за него играть. И какие у нас будут планы. Планы я, конечно, далекие пока не строю, ребят. Там как пойдет, но сейчас посмотрим. Во-первых, это территория, где 4 ячейки для строительства всего доступны, и они заполнены. 1 военный завод у нас и 3 фабрики. У нас 6 инфы и всего по нулям остального, в том числе и бункеров. Людей у нас всего 295 тысяч, ребят. Вот это вот реально мало. Потому что там много мелких стран в игре, в принципе, да, за которые сложно. Вроде вон тут Албания есть, но тут миллион. Потом есть там Бутан, Непал, в принципе, вот да, у них и то побольше. Тибет я вообще молчу, там тоже 300 с лишним миллиона, и в принципе, и это не сложно. Народу-то больше, да. А тут, смотрите, у нас нету армии с самого начала, и у нас рекрутов всего 4000. Вот это вот реально, ребят, проблема. Давайте посмотрим также. У нас всего 2 ячейки для исследования доступно. И за набор дивизий из шаблонов у нас только вот этот вот наборчик, где всего-навсего 1 пехота. Я думаю, не надо объяснять, что такой армии мы далеко-то не утопаем, в принципе. Да, мы можем много ее создать, здесь всего-навсего сотки пехотки надо, но далеко мы с таким не утопаем. Поэтому нам надо как-то решать и как-то с вами жить. Проблемно, сложно, но постараемся. Так, по исследованиям. Пойдем сразу же мы с вами в электронику и машиностроение. И тут мы с вами возьмем базовые станки. Нам производство надо подгонять. У нас заводов будет мало, поэтому нам эффективность производства этого надо увеличивать. Так, у нас 2 фабрики на потребительские товары идет, а 1 остается. В целом ни фабрики, ни военные заводы мы строить не можем. Верфи тоже. Можем ПВО, конечно. Можно авиабазы, да. Можно, с другой стороны, укрепление. Вот честно, вот тут вопрос. Почему инфу не надо? Потому что у нас инфы, сейчас вы видите, 6 из 10. А по нацфокусам, кстати, я сейчас заодно их покажу. Мы с вами уйдем на инфу. Вот, получим ее 2-2 и еще 2. То есть 4 инфы мы получим, и мы с вами это добро закрываем. Поэтому смысла от него особого я не вижу. Так, давайте-ка мы тут в развитие промышленности уйдем. И по фабрикам, вот не знаю, с одной стороны хорошая база, но с другой же, зачем они? Мы все равно захватываем здесь территорию, если сможем, и они нам не пригодятся. Вот ПВО на самом деле неплохо смотрится, но оно одно, и вряд ли что куда сюда кто-то будет кидать. Давайте-ка для вида так 4 бункера поставим. Нам, возможно, это пригодится в будущей войне. Шаблоны дивизии пока использовать никаких не будем. Естественно, генералов у нас тоже нету, вообще ни одного. И что у нас по правительству? У нас партия правых 92%, КПЛ 5, фашизм 3 и нейтралитет 0. Выбор у нас партия будет, скорее всего, фашизм. Да какой, скорее всего? Да, он. Потому что нам до жути, ребят, нужны вот эти бонусы. На 5% военное обязанность и на 2. Без них реально будет жестче. Эти бонусы нам просто необходимы. Притом под конец вооруженное формирование, минус 10 на время формирования дивизии, это тоже очень хорошо. Ну что, запускаем время, хватит болтовни. По поводу вступления в ось, так как я пойду в фашизм, нет, ребят, в самом начале никакой оси. Воевать будем вначале в одиночку, стараться, тащить. Посмотрим, что из этого и как выйдет. Ну, постараемся все это делать самостоятельно. Ну, когда-нибудь, конечно, придется от него помощь попросить, но там уже посмотрим. Да, конечно, Люксембург беден на людей, но что поделать, выживем, да? Выживем. Пока, в принципе, мы вначале мотаем время, исследуем все добро. Тут особых продвижек и не будет. Да, у нас автосохранение, к сожалению, на Iron Man это будет часто, поэтому придется иногда терпеть такие вот небольшие задержки.
первом исследовании у нас они как раз подойдут, будет все очень-очень хорошо. Потом, наверное, мехкомпьютер исследуем. Да, тем самым до 10% скидку на исследование выведем. Будет хорошо. Видите, бельгийцы сдабривают всю свою армию в одной территории. Она у них явно не маленькая уже и будет еще больше. Но они все ведут в одну территорию, а это для нас большой плюс, ребят. Потому что мы это сможем потом использовать. И это очень-очень хорошо. Так, уходим в развитие промышленности. Давайте-ка побыстрее. Она у нас, надеюсь, забьется. Да, могут быть какие-то ошибки, могут быть недочеты в прохождении. Я могу и ступить, и где-нибудь не так сделать. Ребят, за это прощайте. Я не буду переигрывать по 100 раз, поэтому это Iron Man. Здесь это сложно будет сделать, поэтому будем идти ровно так, как есть. Так, берем развитие строительства и потом развитие военных сооружений. Так, промышленность это хорошо. У нас сейчас как раз с вами выйдет после базовых станков возможность промышленность брать концентрированную. Мы возьмем. Так, 17 марта война в Эфиопии закончилась. Для компьютера вполне себе неплохо. Раньше он и подольше ее заканчивал. Вот в Эфиопии, смотрите-ка, тоже 10 миллионов жителей, ребят. Много, много. Но зато в Люксембурге у нас хорошо, у нас хотя бы есть 8 стали в начале. Правда, из нее 4 уходит на торговлю, за которую нам фабрик-то не дают, просто уходит на торговлю. Ну, это я могу назвать небольшим минусом, но не страшным. Видите, тут вокруг Рейх свои войска поставил, и вон французские части мы видим. Все они хотят, конечно же, нашу территорию, почему бы и нет. Достаточно богатая, в кавычках, территория, поэтому все-все-все на нее так смотрят, прям жадно, да? Так, запускаем исследование мехкомпьютера и поехали дальше. Базовые станки у нас подадут через 40 дней. Примерно через такое же время, да, и развитие строительства у нас закончится. Получим следующую фабрику. Потом мы пойдем по вот этой вот веточке развития вооружений быстренько. И потом нам надо бы до ставки на национализм хотя бы дойти. При этом, с другой стороны, конечно же, доп. Ячейка исследований пораньше бы взять ее тоже не помешало. Посмотрим. Вот самое сложное это как пойдет поддержка фашизма. Потому что иногда и ивенты выскакивают часто достаточно, которые поддержки хорошие дают, а иногда их не бывает. И вот тут на самом деле проблема самая большая. Потому что и выпадет ивент, не выпадет, как он пойдет, не пойдет. Вот это вот всегда каждый раз удивляет. Вот я 2 партии пробных сыграл, одну без Ironman и одну с ним. И в одной мне удалось вообще там к началу 37-го года привести. А здесь вот даже не знаю. Так, гражданка начинается в Испании. И это очень прекрасно. Нам мировая напряженность нужна будет. Так, но вот дивизий, к сожалению, мало на помощь отправляет. Вот это вот плохо. Все-таки надеюсь на то, что их будет побольше, этих дивизий. Но вот видите, вышло как вышло. Пока их мало. Ну ладно. Что у нас со стройками? Да, 2 фабрики. Так, базовые станки мы взяли. Берем теперь концентрированную промышленность. Отлично. Производство у нас постепенно растет, в том числе и пехотки. Мы будем арту забивать, потом увидимте, зачем я это делаю. И это для нас будет очень важно достаточно. Так, скоро у нас политическая власть подойдет. Это очень тоже. Нужно нам побыстрее 2 советников надо будет. Один из них это будет, конечно же, демагог, фашист. Так, и мы поддержку в верхах сделаем. Рост пойдет, но медленный. Да, и в идеале, ребят, было бы сейчас и докачаться до ставки на национализм, чтобы еще плюс 200 получить. Но мы все равно пока через дух коллективизма не пройдем. Единственное, то, что от развития политики можно взять. Вот это вот, да, это смотрится. Здесь я соглашусь, без вопросов. Так, у нас сейчас будет жутко не хватать вольфрама. Возьмем его, когда подойдет исследование. Закупим, посмотрим, кто у нас соседстве. Скорее всего, мы будем у Франции покупать. Я не помню, не он есть вообще. Должен. Нет, нету. Ладно. Найдем у кого из соседей, в принципе, купить вольфрамчик. Да, нету. Ну, Франции есть 19 штук. Отлично. В принципе, для нас это с вами хорошо. Закупим, он близко, достаточно. Подставит нам эти ресурсы. Нам пригодится вольфрамчик. Мы, в принципе, будем забивать до 5 артиллерию. Попытаемся, но будет у нас 1-3, скорее всего, да? Судя по тому, сколько здесь фабрик дают, да, 1-3. Строить-то мы сами ничего здесь не можем. Уже 5 ячеек. Забито все. Чисто теоретически мы можем перестроить, конечно, на фабрике, но
Нам и то пригодится. Они для торговли в основном, а военные вот именно для производства. Тоже менять это не самый лучший вариант. Так, ну как можно быстрее мы, в принципе, до фабрики докачались. Да, я знаю то, что можно было сначала ее взять, а потом уже другую фабрику. Но ничего страшного. Так, мы пошли так. Развитие вооружений. Так, хорошо. И нам надо вольфрамчика. Закупаем вольфрам в Франции. Да, я знаю то, что мы сейчас будем... Потеряем фабрику одну строительную. Ну, что поделать. Все равно одна-то есть. Так, пошло заполнение, как видите, эффективности. Медленно, но верно. Надо, чтобы быстрее это шло. Нам очень нужно будет с вами много-много арты. Ну, немножко спойлера, да? Будем в основном упор на нее делать. Так, концентрированная промышленность подошла. На 17 августа. Так, ну и да, другой козырь раскрываю, который у нас будет. Это у нас... Какие же у нас будут части в начале? А части у нас вначале будут морпехи, ребят. Да, будем морпехами тащить. Увидите, в чем дело. Потому что планы на захват очень интересные. Постепенно по выполнению вы их будете смотреть. Я буду их рассказывать, чтобы все сразу же не палить. Весь интерес не терялся. Постепенно это будет показ. Конечно же, нацелено это прохождение. Ну, не нацелено даже, а было... как бы его правильнее сказать-то даже, наверное. Было решено его сделать, потому что очень много предложений было, типа, и шутливых, в том числе, типа, затащи за Люксембург. И я также в инете почитал, поладил, очень много всего интересного есть, про него написано, что, как, да, чего, тактики, все остальное. Даже видео нашел, вот меня порадовало. Поэтому я скомпоновал немножко знаний оттуда-сюда и решил запилить. Может быть, похоже на что-то чужое это будет. Ну, в основном это на русском сегменте нашел, но вот на иностранном сегменте, вот там удача, это похоже есть Люксембург. Будет немножко схоже, но это потому что все-таки в начале планы за выживание у Люксембурга, они все-таки одинаковые. Не, можно вступить в войск, конечно, и пойти войну на Францию, ребят. Но такое себе, ты почти ничего не захватишь, в принципе. Все захватит Третий Рейх, все очки ему, и ты будешь сидеть, ну, с парочкой новых территорий полученных. Больно это надо. Так, развитие вооружений подлетает, и еще одно развитие вооружений берем. Фабрики, да, фабрик уже 0. Вот. Ну и ладно, строительство замедлилось. А нам бы вот сталь сейчас не помешала. Да. Ладно, с пехотки снимать не будем, это такое себе дело на самом деле. Эффективность растет медленнее. Так потому что вся проблема в том, что нехватка ресурсов. Поднять вверх можем пехотку потерять. Пехотку жалко терять. Вот видите, в 4 в неделю. А так в день. Разница огромная, да, как вы замечаете. Поэтому все-таки не будем терять это добро. Так, кстати, я вот проворонил немножко. Мы берем военного теоретика. Нам нужен опыт армии. Ну, думаю, логично для чего, да, ребят? Тут и так все понятно, для чего нам нужен этот человек. Так, ну что, фашизм у нас поднимается. Уже сейчас 20 будет, и его рост замедлится. Ну, вот это минус. Так, потом опять-таки в развитие строительства идем, потом вот по веточке сюда сворачиваем и идем к доп. Ячейке исследований. Да, вначале, ребят, естественно, ничего такого экстра сложного, экстра необычного сделать не получится. Здесь придется вначале ждать примерно 2-3 года, наверное, мы будем вначале заниматься всякой ерундой, но никак не войной, ребят. Тут уж простите. Так, у нас 25 ноября, и нам чуть-чуть совсем остается до того, чтобы взять улучшенные станки, поэтому давайте-ка подождем на самом деле. Тут все равно 30 дней сохраняется. Просто станки реально важны, они очень много к эффективности дадут, а нам, с учетом того, что у нас заводов-то мало, это очень важно будет. Нам каждая единица производства просто необходима. Прям просто необходим. Нам еще бы стали закупить на самом деле, но на свете сейчас пока не получается это сделать. Нам нужна и сталь, нам нужно все в принципе. Окей, развитие вооружения подлетело. Теперь 70 дней мы будем страдать с тем, что у нас производство буксируемой арты достаточно слабенькое. Да, стали не хватает. Ну ничего. Так, нет, еще не подлетело. Осталось еще несколько дней, чтобы не проворонить, жалко будет.
Так, все. И берем с вами мои улучшенные станки. Макс эффективность производства плюс 10. Это очень будет бодренько для нас с вами. На 10% подрастет, 65 это нужно. На самом деле это нужно. Да, я знаю, что есть и более, может быть, нужные исследования, но мы ими тоже займемся. Морпехи постепенно подходят, и опыт у нас с армией тоже растет. Ну, увидите, да, где все части сводят Бельгия. Думаю, можно уже догадаться по плану, я пока его палить не буду, но кто догадается, отпишитесь, будет очень приятно, что вы заранее знаете, что я буду делать. Как мы будем прорывать бельгийцев и пытаться воевать своей маленькой, но грозной и в каком-то смысле сильной армией. Нас мало, но мы не сдаемся, да? Это такая попыточка будет, да, у нас выжить. Самая большая проблема, конечно же, будет с людскими ресурсами и с нехваткой войск в начале. Потому что войск вначале быстро много не наклепать, потому что много нету людей. И фабрик, в принципе, тоже много нет. Ну, вы сами видите, мы тут фабрики-то получили только благодаря всем этим замечательным расширениям. Сами ничего не можем сделать. Вот так вот, такие вот проблемочки. Кое-как живем, пытаемся выживать. Так, 24% поддержка. Вроде бы уже да, а вроде бы еще нет. Переворот бы нам сейчас неплохо был. Так, морпехи подошли. И тут, в принципе, много чего можно сделать. Так, конечно бы я взял, наверное, все-таки концентрированную промышленность, наконец-таки. Да. Возьмем ее. Она тоже очень хороша. Она дает нам объем заводского производства. Это тоже влияет. Вот он, объем заводского производства. Увеличив количество работы, выполняемой на каждой фабрике в час. Тоже очень важно. Так, развитие инфы. Дальше идем. Так, и... Да, фабрику нам дали. И берем, закупаем сталь у Франции. Можно. Давайте-ка у Третьего Рейха. Да-да-да, дружок. Мы теряем все на строительство, но зато у нас производство, смотрите-ка, наконец-то по 2 в день уже. Подрастет эффективность, будет в районе, сколько там, 3, где-то близко к 3. То есть, ну, в 2 раза меньше, чем пехотки в день производится. На пехотке у нас уже запас, с вами видите, по 3000. Поддержка фашистов в армии. Можно переворот сделать при определенном уровне. Это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, переворот для таких маленьких стран ничего не дает. Вот именно для Люксембурга. Потому что разделиться страна и начаться гражданка здесь не может. Тут одна территория. И как бы это все проскакивает безрезультатно, к сожалению. Вы видите то, что 1, 2, 3, 4, 5 победных очков у Бельгии. И потом у Нидерландов 3. Это те 4. Те цели, которые нам надо будет умудриться захватить с вами быстро. Так, берем мы с вами в изменение правительства рабочую лошадку, Пьер Дюпон, 15% прирост, это важно. Так, и что мы делаем с морпехами, в принципе, с вами, да? Мы добавляем арту и ставим их на производство. Арту я буду забивать вот эти вот все 4 части и еще в поддержку кидать, если мы все это успеем. Не знаю, как это пойдет, но постараемся. Также я поставлю на обучение, и на обучение мы их поставим, даже не знаю, наверное, 8 ребят. Да, 8. И все в одну территорию. Пускай начнут обучаться. У нас уже, в принципе, обучаться первая началась. А вот там уже, видите, 7 человек и по нулям. Ну, смотрите-ка, производства нам уже хватает до 4 дивизий почти, но они пока еще не расширены. Вот такими вот дивизиями мы будем воевать. Всего 8 их будет, да, ребят. Ни больше, ни меньше. Меньше можно, конечно, но лучше 8. Там каждая дивизия будет отжимана. Так, улучшенные станки мы взяли, да? Давайте-ка теперь мы возьмем с вами, наверное, все-таки. Пригодится нам, успеем. Ну, хотя можно попозже. Ну ладно, возьмем сейчас транспортные корабли. У нас высадок вообще нету. Нам они понадобятся. Вместе с морского вторжения плюс 10. И это будет хорошо. Концентрированная промышленность скоро подбежит. Ну да, вы видите уже. С пехотой всех дольше пополнения, но на самом деле она быстро пополнится, столько в день. Сейчас еще эффективность до 65 подрастет, потом еще объем заводского производства увеличится, и нам, в принципе, будет уже с вами намного легче заполнять все это добро. Естественно, мы с вами будем сейчас постепенно добровольцев доводить побольше. То, что на только добровольцах мы, в принципе, не уедем. Так, развитие строительства. Да, в принципе, мы вообще не уедем. Так-то. Если быть честными, высоко и далеко, с теми ресурсами, которые у нас есть, мы далеко не убежим. Так, уже 8 инфы, как я говорил, сейчас 10 будет скоро. И наконец-то новая ячейка исследований.
Это все очень важно. Новых людей мы, конечно, получим достаточно поздно, но надеюсь, к времени, когда мы дойдем до духа коллективизма, все уже будет готово. Так, французская Испания выиграла республиканскую, в принципе. Почему-то так всегда все заканчивается, очень часто в последнее время именно и так. Франксисты выигрывают. Понятно, что тут Испания и, ой, прошу прощения, Италия и Рейх поддержали все-таки, но хотелось бы что-нибудь более разнообразия, да, наверное, победа Коминтерна даже бы, я был бы этого не против, но нет. Так, большая чистка армии проходит в Советском Союзе. Идеальный момент для нападения, когда он исследуется, да, на него, потому что там очень большие дебафы к дивизиям. Так, лучше они, чем коммунисты, да. Первый ивент, который нам удачно выпал, и уже популярный 40, как видите, и рост пошел вообще маленький. Он должен быть 0.25 по логике, а не 0.2, да, и вроде бы он как 0.25 и идет. Так, мы можем уже немножко изменять наши бригады. Артиллерию добавляем. Да, я понимаю, что людские ресурсы тоже растут. Уже, видите, тут не хватает людей. И обучение, в принципе... Нет, не за 100%. Обучение идет. Сколько людей, столько обучения, в принципе, идет. Поэтому что нам переживать? Оснащение, в принципе, хорошее. У нас все есть, но РТ, вы видите, надо много. Надо больше и больше. Но это говорил, пехотка постепенно подойдет под лимит, а вот арта, она пока только копится, и нам ее надо будет много. 6 человек прибавилось, и 6 человек именно и ушло. Не успевают у нас люди, да? 2 фабрики. Фашистский переворот. Да, все. Партия у нас сменилась. Уже хорошо. Сделали мы это в июле 1937 года, как вы могли заметить. Не рано и не поздно, как говорится. Самый нужный момент. Так, берем с вами развитие инфы. Советский Совет проводит чистку. Ну, тут новости пришли в сводке. Да, правитель у нас по иконочке остался тот же. Так, и мы можем с вами наконец-таки изменить, да? Но мы берем с вами получше призыв. Мы берем уже ограниченный. Нам это добавит, наверное, всего, да, 3000 людей. Смешно, да, ребят? Очень смешно, на самом деле. То, что народу добавляет, на самом деле, очень-очень мало. Притом раскидывает он людей сначала на мелкие, видите. По чуть-чуть везде. Сначала куда-то вон вниз добавил вообще. Но чтобы тут тоже обучение началось более-менее, какое-нибудь маломальское, это, в принципе, правильно. Да, 1,5 в день у нас уже, видите, изменение власти, потому что у нас власть террора на, сколько там, да, до 1939 года. Это очень хорошо и сочетается с Пьером Дюпоном просто прекрасно. Поэтому мы его отыграем, в принципе, достаточно быстро. Бельгийцы начали сюда даже часть поставили и начали подготовку, но только у этой части почему-то. Ну, немножко опыта, видать, подкачать решили. Ну, в принципе, шаг хороший. Так, берем концентрированную промышленность. Отлично. Так, отлично. У нас 37-й год, здесь еще нечего. Пехотка, в принципе, есть, но возьмем чуть попозже. Я хочу доктрины. И доктрина у нас будет превосходство огневой мощи. Да, ребят, вы скажете то, что тут есть людские ресурсы, иди туда. Но на самом деле превосходство огневой мощи, я думаю, мы с ним затащим. Думаю. Посмотрим. Просто очень хороший бонус на противопехотную атаку. Мы его как раз откроем до первой войны, я думаю. Да, успеем. Приблизительно так. Так, сейчас транспортный корабль подбежал. Отлично, мы его исследовали. И дальше мы берем с вами подлодку. Да, ребят, да-да-да, подлодочку берем. Увидите, зачем она нам пригодится. Ну, естественно, морские конвои-то мы тоже будем ими атаковать, но не сейчас же. Не прямо сейчас. Так, берем еще арту. И у нас изменилось, ага, символ. Символов здесь достаточно много интересных. Мне вот нравится вот эта вот, этакая цитадель, да? Люксембургская цитадель. Слон. Да, как угодно. Можно шахматной фигурой еще его представить. Вот, у нас уже вроде бы как ячейка для строительства доступна. Вот это, в принципе, хорошо, на самом деле. Но одной фабрикой мил не будешь, дружок мой. Как видите, у нас на потребительские товары очень много уходит, и далеко так-то не уедешь. Эффективность производства 65, и видите, объем заводского производства тоже увеличен. У нас по 10 в день почти производится пехотки, и 4,17 у нас арты. И это для нас идеально, с учетом того, что мы, в принципе, выполним все планы по наполнению. Японское усиление вдоль китайской границы. Да, скоро начнется война там. Для нас это с вами идеально. Берем доп. Ячейку исследований. Это на самом деле очень идеально, да.
Война, 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 война. 36. Китаю война. Да-да-да, Япония, молодец. 39. На самом деле мировая напряженность тем больше, тем лучше для нас с вами. Нам все это пригодится. Нам еще все это не раз годится на самом деле. Мы-то будем жить и жить этим. А нам от этого только одни большие плюсы. Чем больше войн, тем больше Люксембургу есть чем заняться. Оправдание для войны меньше, а это самый главный плюсик-то, в принципе. Так, до чека исследования у нас дойдет, будет удобнее. С 3 чеками исследования все-таки намного удобнее, чем с 2. И с 2, конечно, можно выкрутиться. Я, в принципе, ничего против не имею, но это будет сложнее. В принципе, мы можем уже часть разместить и начать ее подготавливать. Но оставим пока. Пока у нас 4,5, вроде, ой, 5,5, вроде бы 6,5 будет всего-навсего людских ресурсов. А, нет, 6300. 6300, давайте-ка сейчас глянем. Да, 6300 будет. И артиллерия 168. Как видите, арты реально надо много. Так, ограниченный призыв и расширенный. Еще 7000 добавили нам, но эти 7000, естественно, ушли. Это, в принципе, только один какой-нибудь заполнение одного какого-нибудь. Куда, кстати, он накинул их? Ну, везде по чуть-чуть. Да. Вот, видите, где он наполнил. Мелкие, кстати, потом мы, скорее всего, берем, где под 15-26 людей. Посмотрим, как я с ними поступлю, чтобы он объединился, и несколько новых уже были хорошо задействованы. Людских ресурсов очень мало. Ну, вы видите это сами, в принципе, здесь даже говорить не о чем. Сейчас мы пойдем, да, по развитию политики. Да, вот сюда точно, а там посмотрим. Просто вот эти вот военные обязанности населения нам просто необходимо. Но это те бонусы, которые дадут нам свои плюсы, и с которыми можно будет вполне себе удачненько жить. Жить и радоваться. В начале старт достаточно, как видите, спокойный, никаких войн, ничего. Италия претендует на югославские территории, ух ты ж. А вот сейчас будет интересно, если еще и там война начнется, это же будет очень много. Так, доп. Чек исследований, я знаю, дружок. Так, у нас и новый чек исследований. Так, берем с вами мы улучшение арты. И потом уже, когда лодка все остальное пойдет, мы пойдем по улучшению огневой поддержки. Арта нам тоже пригодится, потому что, как видите, противопехотная атака нам сама по себе очень нужна. Они очень неплохо нам помогут нашу арту улучшить. До войны это все надо, естественно, сделать. Так, у нас подлетела еще логистика, и мы можем добавить еще одну арту. Все, вот такие вот части у нас будут. Атака противопехотная очень большая, как видите, 174. Мы еще добавим, кстати, поддержку, будет 192, еще прокачается, еще лучше будет. Организация, да, страдает. Вот здесь я соглашусь, здесь, конечно, плоховатенько смотрится, но в целом жить можно. Жить можно. Бронебойность, прорыв, защита, противотанковая, все остальное противопехотное, все это смотрится очень неплохо. И ради этого мы, в принципе, с вами идем и стараемся все это делать. Все это добро. Так, 10, видите, 10 из 10 инфа. Ну, как я вам и говорил, в принципе. Выше-то она не может скакнуть нужного, поэтому смысл было нам ей заморачиваться бы. Никакого ровным счетом. Поэтому что есть, то есть. Так, развитие политики подходит. 120 очков будет. Мы их, в принципе, пока никуда использовать особо не будем. Так, подлодка. Прекрасно. Больше нам пока здесь ничего не надо. Пойдем мы с вами исследовать оружие огневой поддержки. Еще бы доктрину, конечно, 2-го уровня взять. Но мы ее не успеваем организовать. Во-первых, через 100 дней, да, мы ее не успеем, скорее всего, завершить. Но ничего страшного. Все равно взять-то мы возьмем, она нам потом пригодится. Вот меня радует то, что арта достаточно быстро исследуется, а бонусы от нее вполне в нашем случае будут очень хорошими. Алекс Видершпиль, кстати, очень нам поможет. Падение Нанкина. Ух ты. А, это высадка просто. Кстати, Япония хорошо, вот она в этом обновлении, версия 1.1.0, вот самая последняя в Steam, которая сейчас, она вполне себе неплохо действует и идет прям добротненько, и это мне нравится. На самом-то деле как же иначе-то? И это не может не нравиться. Это просто прекрасно выглядит. Так, ну и что, у нас развитие политики подходит под конец, да и в принципе по времени... На серию мы тоже уже подходим к границе, ребят, с вами. Ну что, давайте-ка подождем, пока развитие политики подойдет. Возьмем следующий фокус.
Аншлюс Австрия, 41. Ух, как прекрасно-то, прям аж, ах, дух коллективизма. Так, ну что, ребята, и на этом я объявляю о том, что мы первую серию заканчиваем с вами. Что вы могли заметить? Мы начали армию строить свою маломальскую. Да, слабо пока, но достроим, надеюсь. Развили немножко свою инфраструктуру, как могли, по максимуму. В принципе, инфраструктуру, строительство фабрик, заводов, всего остального. Живем, стараемся выживать. Наполняем свою армию артой и пехотным снаряжением, чтобы было чем жить. Расставили советников, перешли в фашизм. Ну и что, и будем скоро уже готовиться к войне. Наверное, следующая серия мы захватим 2, может быть 3 страны, если успеем. И это, думаю, будет очень интересным подспорьем. Ну что, ребят, надеюсь, вам нравится это прохождение. Надеюсь, вы в меня верите. Если так, то не забудьте, конечно же, поставить лайки под видео, оставлять свои комментарии, возможно, советы, у кого какие есть по Люксембургу. Может быть, кто-нибудь играл и в этом деле опытен. Буду рад выслушать эти дела от вас, эти вот все советики. Ну и что, надеюсь, все у нас получится. Всем пока-пока.